Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем прокачивать, да, фруктовую Яру на 15 уровень. Время пришло. Яра хороший персонаж, интересный, приятный. Поэтому такие вот замечательные решения я решил принять, что ее стоит прокачать. Опять же, персонажи прокачивать, которые неинтересные, которые сейчас, ну, лично мне не нравятся, я не собираюсь. Вот серьезно. Ну, они будут чуть хуже по уровню, чем другие. А Яра, она интересная, она динамичная, она очень... Ну, когда за нее играешь, захватывает дух. То есть можно такое мутить, да, такие бои вывозить, что просто кайф. Иногда. Но это иногда не вывозится. Так, у меня что-то начало подвисать зуба. Слишком многое прокачка, да? Получается. Ну, я надеюсь, сейчас отвиснет. Не хочет отвисать. Блин, возможно, придется перезагрузиться таким делом. Потому что, ну, если я в бой сейчас зайду, там будет что-то подобное, но это капец. Ну давай, ну тыкай ты уже кнопочку, давай. Все, прокачалась. Возьмем сейчас еще... Конечно же, бесплатный серебряный предмет. Так, давайте, вы давайте мне шотландский нос, и я пойду. Давай, давай, давай. Трубка. Неожиданно. Ну ладно. Итак, у меня еще у Яры остался атрибут на лук, но я не знаю, будем, не будем брать, посмотрим. Ну и погнали качать. Блин, у Яры даже больше, чем у Скипи ХП, офигеть, на 15-м. Не, реально что-то с игрой, она как-то подвисать, что ли? Там, кстати, я уже... Ну, надо было раньше сказать. Может быть, я в другом видео скажу по поводу сервера Зубы. Там, ребятки, разрабы сказали, что есть сайт. Ну, у них на сайте есть статистика серверов. Статус серверов называется. И там показывают сервера в онлайне, как они сейчас работают или нет. Причем там два типа сервера для Зубы есть. Какой-то игровой и что-то там еще. Ну, в общем, не шарю в этом, поэтому говорю как есть. Итак, Яра, копье. Копье у нас сводится вроде как, да? Или лук сводится, что-то одно из этого. Нужна ли скорость? Или дальность? Давайте скорость возьмем. И дробовик. Ну и лук, кстати, на лук надо будет тоже взять. Наверное, атрибут дополнительно. Для дробовика мы возьмем перезарядку. Дальности... Ой, скорости мне хватит, наверное. Да, скорости хватит. В принципе, оно и так летит неплохо. Кажись, я уже не помню. И возьмем сейчас еще один атрибут на дробовик на 14 уровне. Нет, на 12. На 13. Короче. А, на лук точнее хотел сказать. Ну, короче, неважно. Берем атрибут на что-то и идем качать лук. Итак, скорость можно докинуть до 9, либо перезарядку. Наверное, перезарядку докину, потому что дальность уже немного бустится, перезарядка будет поприятнее. Фух. Ну и погнали смотреть на этого монстра в командных боях. Конечно же, в командных, куда же еще. Опять же, ботинок, дефибриллятор и... Укол адреналина — это максимально идеальное, что можно взять на Яру. Конечно, можно взять всякие предметы на отхил, на выживаемость там, но тех предметов, что у нас есть, их достаточно. Так, ну что, погнали. Как мы будем убивать, только я не знаю. Лиска меня похилила. Нормально, нормально. Итак, ну, погнали, в общем, там еще что-то сверху лежит у нас. У нас есть теперь неплохой дробовик. Так, давай, этот лутай. Так, тут еще у нас ботик один бегает красивый. Да, все-таки лук у Яры автоматом стреляет. Окей, надо запомнить. А копье у нас стреляет со сводрикой. Так, ну, перекинемся пока что. Ой, лук золотой, надо забрать. Я хочу себе лук золотой. Лук золотой я хочу. Так, давайте, дожимаем, что они тут? Быки, что ли? Жираф там убежал. Блин, от гранатки хотел вернуться, но не получилось. Ой-ой-ой, какие тут опасные, опасные. Надо аккуратнее быть, надо по хилу поставить. Так, нужно бегать здесь, сейчас убивать. Нужно понимать, что я здесь соло сейчас бегаю, потому что... Ну, моя команда, видите, где, да? Блин, что такие жесткие? Почему мне команда вообще не помогает? Они боятся, наверное, туда врываться? Там два склада, я бы тоже боялся, наверное. Если бы знал об этом, как они. Но они об этом не знают, почему не боятся, тогда непонятно. Отдай ник! Больной. Как же не бесит, как же не бесит. Ой, у нас Джейд, кстати, ворвалась туда. Надо Джейд помогать немного. А тут она тут с миллионом сама не справится. Так, тут у нас кто-то бегает. Никса, кстати, будем отдавать, если так получится, что он может, ну, умрет. Мы его отдадим. Мне кажется, он будет сидеть до последнего на спине и ничего не будет делать. Похили немножко Джейд. Побахаем тут в стеночку.
Че, жираф, самый умный, что ли, да? Нравится бегать, да? Блин, аптечку потратил. Плохо. Очень плохо. Очень плохо. Лутаем аптечку. И побежали. Тут надо спасать наших ребят. Так, бахаем еще. И еще. И еще. Никс думает, что он самый жесткий здесь, да? Обойдешься, Никс. Я тут бахаю, как царь. Сейчас их там всех пошотаем уже. Остатки добьем. Ай, давай, до свидания, кенгуру. Пока. Прощайся, кенгурустик, со своими друзьями. Ладно, давайте немножко отойдем. Залутаем копье. Там, в принципе, еще аптечки лежат. Ну ладно, уже не будем. Хотя можно было их залутать. Но мне и так скорости тут хватает. Повезло, что мы в кустах все эти замесы провели. Если бы они были не в кустах, было бы сложновато. Кенгуру автоатакой, кстати, получил шот в лицо. Любитель Точнее, я любитель автоатак, поэтому кенгуру получает шот. Ну и жирафчик убежать некуда. До свидания. Ого, с феромончиком. Ничего, какой жесткий. Жесткий был, жестким умер, да? Понимаю. Ладно. У нас тут победка. Для жирафа феромоны... Не, вообще полезные. Вообще полезные, даже очень. До свидания, Хамелёш. Видали, он меня даже успел прыгнуть. Но в полете мое копье ему пронзило что-то. Хвост, наверное. Наверное. У нас еще Лиска, кстати, 8 килл сделала. Наверное, ботов убивала, судя по всему. Потому что я вообще ее не видел в замесах. Может, я, конечно, ошибаюсь, но... На мой взгляд, Лизе там вообще ничего не делала. Ох уж, кайфовая Яра, скажите, да? Бегает, разваливает, даже целиться не нужно так. В сторону просто противников бахаете, и там снарядик летит куда надо. Ну, чаще всего. Ладно, мы отправляемся в следующий бой. Нужно бустить рейтинг дальше, да, и лутать топ-1 тоже хочется. Может, выведу всех на 1200 к концу этой недели. Если не задушусь, конечно. Вы же понимаете. Тут в Зубе очень все просто. Если ты не задушился, значит все нормально. Ну, игра такая любит, знаете, поддушить, особенно в конце недели там. Много очень серьезных ребят играет в игру. Очень серьезных, да. Очень серьезных неадекватов. Именно за тебя, причем по 10 боев подряд проигрывать. Это очень интересно. Не знаю, откуда они такие берутся именно в конце недели. Именно за меня. Наверное, я слишком везучий. Так, ну... Противников пока что не видно особо. А вот они, кстати, повылазили. Повылазили из ниоткуда. Там 14 уровень, нужно понимать это. И нужно аккуратненько работать по противникам. Ну как аккуратненько? Я резнул Никса, но он неадекват какой-то. Очередной. Попробую похилиться, потому что я тут уже зажимал. Очень, ну, жестко акул там прожимал. Льва они вряд ли резнут, потому что тут... Ого, видали, когда летел? Нифига себе. Вот это дальность. Чтоб я так летал. Как этот красавец летает. Сейчас попробуем выстрелить с копья красиво. У нас аптечек уже не осталось вообще. О, пошотнулся! Да, свидули. А вот это был красивый шот, конечно. Мне понравился. Сейчас бы еще Никс... Никс не успел... Не поднял. Видали, не поднял за полсекунды. Как так? Как так? Неожиданно, неожиданно, Никс. Ах ты, как? А ну иди отсюда. Я какой дерзкий, видали? Офигеть, это не дерзкий Никс. Ну резайте, ну. Какой вейк? Да блин, я сейчас этого еще резнут, офигеть. Жесть. Очень недушно, меня сейчас почти убили. Фух, ботинок спас. Нужно сейчас принять Никса очень жестко. И залутать аптечки. Фух. Как же было опасно. Не, все-таки зубы вампира на Яру нужны. Ну, в идеале, конечно. Фух. Жестко. Ладно, пока что хилимся, у нас все норм. Блин, какой же динамичный замес был. Так, надо бы использовать ботинок. У нас ни у кого нет остановились, а то мы идем на островок, потому что нас просто жмут. Просто жмут, и выбора никакого нету. Я сейчас делаю ошибку, я иду туда, куда надо идти. У меня, блин, кролик скипи замедляет, я не могу его вынести. Соло. Плюс еще Никс помогал ему. Ну что, кстати, ребятки. Ну вот, видите. Мой сквад очередные нубастики, которые не хотят вообще играть нормально. Они просто убегали, убегали, убегали. Ты их спасал, в итоге зря спасал, получается. Да? Бесполезных. Надо... Ну там клон скинос, вы видели, и кофе. О чем тут говорить?
Я даже если бы мне не было предмета, я бы эту фигню не взял. Ну, может, кофе взял бы, но, блин. Один сундук, и у вас уже нету этого кофе, у вас есть какой-нибудь другой нормальный предмет. Ну, давайте сразу отправим в следующий бой. Я хочу еще один топ-1 попробовать залутать. Ну, потому что обидно, как бы, заканчивать на таком поражении печальном. Ну, а что я могу сделать? Команды вот такие вот попадаются, ты с этим ничего не сделаешь. Вы видели, я там тащил просто лютейшим образом, они были настолько бесполезны, что мне страшно. У нас сейчас волк, лев и никс. И, скорее всего, лев с никсом бесполезный, волк сам по себе вряд ли будет полезный, если играть не умеет. Ну и один еще не загрузился. Если один будет что-то типа акула, то, возможно, мы сможем. Но, опять же, все зависит от полезности. Джейд вообще самый полезный, наверное, из нубасиков. И, кстати, она нам выпадает. То есть даже если нубас Джейд, она все равно будет полезна. А чё, волка хп отнялось? Ну, я почти, кстати, добил. Нормально. Залутали мы здесь неплохо. 2 серебра, и сейчас там... Золотая гранатка, хотел сказать, но она ж не мне подойдет, да? Мне золотая гранатка не подходит, мне нужен дробовик. Все, погнали, погнали. Назад. У нас команда вроде двигается вместе. Кстати, у нас лев нормальный по уровню. То есть у нас, по сути, никс и волк не очень, да? Остальные норм. Ну, если остальные норм, то можно и тащить, наверное. Правда, волк почему-то не рычит. Очень странно. А вот, начал выть. Ну, рык, вой, какая разница, да? Ну, никс у нас явно неадекват. Давайте глянем на скорость, какая у нас у Яры будет под... Ага, вой вот это капец. А чё у меня вой закончился? Не, ну вой работает, просто анимация закончилась, так понимаю, да? Пока что бахаем, на пофиг. Кстати, я не включил вот этот вот навык, да? То есть мог бы еще этот навык включить и повыть. Так, волк непонятно, выть собраться или нет. У нас никсы, я же говорю, неадекват какой-то, просто бегать с фигней страдает. Сложно сейчас будет нам реализоваться, потому что волк редко включается. И мы вот можем в любую секунду сейчас начать замес, а волк не включится. И это минус. А волка так-то урон бомбезный. Он как саппорт, наоборот. Ну как саппорт. Включился, вылетел, подамажил, вернулся назад, снова включился. Примерно так он должен играться. Ну, такой саппорт, который меняется на время на ДД. Все дела. Так, ну мы тут шотаем понемногу. Ну тут за счет, наверное, льва шотнули. И ботинка. Другого варианта я не вижу. Так, этого шотаем. Никс здесь где-то еще бегает. Где-то еще бегает Никс, плюс здесь Тони стоит. Че, Тони, попался, да? Далеко собрался, Тони? Далеко. Но не со мной. Со мной ты далеко не сбежишь. Так, включаем ускор, побегаем. Там еще арморчик есть. Сейчас глянем, кстати, скорость. А нет, уже не глянем. Не, ну сейчас глянем, сейчас откадешится, я тыкну. Уже не работает, да? То есть оно либо сбивает мне скорость, ну или работает, либо слабо. Короче, непонятно. Ладно, идем. Нам надо драться идти дальше. Хотя зона сближается, в принципе, можно здесь остаться. А вот и противники. Противники. На команде пофиг. Ладно, придется со львом, значит, вместе играть только. Врубаю хил и выбегаю помогать льву. Все, ну и мы победили. Кстати, интересно, будет ли массовая атака Яры с активного навыка дамажить по мышкам? Вот этот момент я никогда не тестил. Наверное, будет. То есть можно, в принципе, забегать в флуи, нивелировать его защиту. Ну, этой атакой. И после этого его шотать, по идее. Хотя на дробовик еще нивелирует, в общем. Варианты есть, но лук с копьем точно не застроить. Такие вот дела, ребятки. Такая вот Яра. Такие вот бои. Красиво закончили, я считаю, на победке. Хорошо, хорошо. Персонаж хороший, имбовый. Главное, побольше на нем играть, и тогда у вас выработывается, как говорится, рефлексы, да, именно они. И моменты, как играть на Яре и тащить любой бой. Практически, конечно. Не все бои вытаскиваются, но практически многие. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.